Добрый день. Всякий раз, покупая новый шкаф в семью, стоило бы, наверное, задуматься о том, какие со временем скелеты могут там поселиться. Сегодня в нашей студии Людмила Ивановна Толстова из Орловской области. Здравствуйте, Людмила Ивановна. Здравствуйте Что вас всем. привело к нам? Расскажите. Студия. Я понимаю, что после того, как ваш сын погиб, невестки появились требования к вам. Да. А какого рода требования, можете Требования сказать? буквально через несколько дней после того, как она получила извещение о гибели моего сына, она тайком ночью в 3-4 часа утра вывела весь скот со двора. Это КРС, крупнорогатый скот, 2 большие дойные коровы, высокоудоенные с телятами, плюс 4 быка двухлеток. Увела и продала. Утром, когда мы встали, скота нет. Мы спросили, где скотина? Молчок. Естественно, я тут же вызвала полицию. Потому что как это, со двора ушла скотина, Ну да. нигде ее нет. И цепи на заборе висят. То есть цепи, на которых водили скот. А скотина была ваша общая? Конечно, это не то чтобы общее, это моя скотина была. Я поясню, почему. С 1994 года мы приехали в деревню как вынужденные переселенцы. Естественно, чтобы встать на ноги, мы в первую очередь приобрели скотину, А корову. откуда вы приехали? Мы приехали, последний, значит, выезд, Казахстан. Но вообще семейную жизнь мы прожили в городе Ташкенте. Я работала в Среднеазиатском округе МВД СССР. Для того, чтобы мы поняли, почему ваша невестка так себя повела, давайте уже сначала рассказывать. Как она появилась-то у вас? Она появилась в моем доме. Мой сын был студент. Ну, естественно, взрослый мальчик. Он привел мне домой вот эту даму, невестку Толстого. А сколько даме было тогда? 18 где-то. Ну, она не дама, давайте прям скажем. Он привел девочку домой. Нет, не девочку. Она была беременная. Беременная него? не от моего сына. И это было сказано с порога. Я когда стала сына ругать, я говорю, зачем ты привел проститутку в мой дом, которая нагуляла где-то этого ребенка, и ты ее привел. Но так как я сама очень люблю детей, я приняла выбор своего сына и приняла ее в семью. И с порога у меня было такое табу. Я ей сказала, я перенесла инсульт, у меня нервы немножко не в порядке. Но если я ругаюсь, ты со мной не ругайся. Я через 5 минут такая же буду, как и раньше. Потому что семью, вот именно бюджет семейный, веду я. Если ты принимаешь мой семейный канун, то добро пожаловать в мой дом. Если ты согласна с этим, со мной не ругаться. Просто промолчать. Да, она родила эту девочку, следом родила мальчика, следом еще одного. Но вот они-то уже от вашего сына? Эти двое, да, от нашего сына. Угу. Мы эту девочку никогда не говорили, что она не наша. Вообще это было табу везде, среди родственников, везде. Всем я закрывала рот. Если даже говорили, что она пришла беременная, не от Вити якобы, потому что все знали, кто такая с Фрунзе Олеся Толстова, с многодетной семьи, где родители алкаши. Она пришла в мою семью. В чем была, в том и пришла. А невестка ваша, когда весь скот-то увела, она по-прежнему осталась жить, как ни в чем не бывало, с вами? Естественно, и всем стала говорить, что я принимала участие, я ухаживала, это мое право. Хотя у меня есть все документы на То эту есть она скотину. призналась, что она Конечно. продала скот? Когда приехала полиция, она сказала, я продала. Мне глава сельского поселения выдал справку, что это мой скот. А что полиция-то? Она как отнеслась к этому? Нам до сих пор пишут отказные. Уже 3-й раз пришло Ну, отказное. если у нее справка есть, значит, наверное, Что у правильно нее пишет. есть справка, она на законных основаниях продала, и она живет на 1/3 своего мужа. Я говорю, опротестовываю это тем, что она еще не вступила в наследство, а уже все вывезла из дома. Все. Подождите, а зачем ей вывозить все из дома, если она там живет?
Она съехала, она тут же купила дом, как только узнала, что сын мой погиб. И сначала потихоря все паковала, вывозила. Подожди, она съехала из того дома, где они жили вместе все? Да. Ну, мы в 5 метрах. А вы там жили в этом доме? Мы последние 2,5 года, чтобы дать им спокойно жить, чтобы не скандалить, не ругаться. Дети разнополые, дети выросли. Мы свою комнату, в общем, передали, позволили жить мальчикам. А мужу говорю, который гараж строили, мы его строили под мастерскую. Ну, давай, я говорю, обустроим как-нибудь. Газ подведем, канализацию выведем, воду подтащим. Пускай они сами живут. Ну, сколько мы можем Подождите, тянуть? вы с мужем переехали в гараж? Мы не переехали, мы просто перешли в пустые стены. В пустые. Когда я хотела взять чашку, ложку, кастрюльку, хотя бы на первое время, она сказала, это все мое, не трожьте. Я прям с порога взяла, вот так бросила это все и сказала, подавись, но я говорю, я себя в обиду не дам. И Скажите, ушла. вы нам сказали, что вот когда она съехала с того дома, где они жили, в какой-то другой дом, который она купила, Да, я не знаю, куда она съехала. она все с собой забрала? Она все забрала. Ну, вот давайте посмотрим, вы на нашей съемочной группе показали, какой ущерб она вам нанесла. Все, что было у меня в доме, все вывезено. У меня в доме ничего не осталось. Вот тут стояла газовая плита, которую они сожгли, а новую, которую купили, увезли. Это же они купили. А моя сгорела. Столы, шкафы, везде все пусто. Как будто ничего у нас не было. Вот все пусто. Если бы это поместилось в машину, и это бы увезли. Холодильники. 2 морозильные камеры вот здесь стояли, плюс холодильник. Тоже увезла. Ссылаясь на то, что наши сломаны были, она купила новые, и это тоже ее. Вот это детский компьютер. Тут закачаны мультики, детские программы, обучающие детей. А вот компьютер, который я сыну покупала, хороший, новый, плюс цветной принтер был, она это все увезла. А мне оставила, говорит, я оставила компьютер, я не забирала. Вот это детское старье. Вот тут внизу были справочники, и вот тут же внизу лежали альбомы с марками и с царскими деньгами. Вот именно в альбомах это все в прослойке, через целлофан, как положено, как хранится коллекция. Лежали вот здесь. Ну, как видите, тут все перевернуто, все кверх дном. Но марок этих альбомов нет. Я все-таки не понимаю, если вы съехали, да еще в голые стены, в гараж, почему она не осталась жить в этом-то доме? И я этого не знаю. Мы их не выгоняли. Слушайте, ну это странный поступок, и я думаю, что без Олеси мы просто не разберемся. Олеся, идите к нам. Здравствуйте. Она нас выжила из дома с детьми, с 3. Причем сын еще был жив. Она просто выживала нас. Это как? Ограничивали в передвижении. Уеду на работу. Они детям со свекром делали невыносимые условия. Не передвигайся тут, не передвигайся там. Почему калитку там не закрыли? Дошло до того, что скотину, которую мы кормили, поили, на мотоблоке возили, они отобрали тележку. Давайте по порядку все-таки. Мы начнем с самого начала, как вы появились в доме. Меня Витя привез в их семью. Я пришла, меня посадили за стол на кухне. Людмила Ивановна села и поставила условие. Да, монастырь, это мой, и будешь делать так, как я хочу. Вы согласились? Я согласилась, и все 14 лет я выполняла то, что хотела Людмила Ивановна. Хорошо. Мы с мужем работали, не покладая руку, у нас скотина была всегда на нас. Людмила Ивановна выходила только покушать, поспать, и, как она говорила, горшок. Чья Все. была скотина, которую вы продали? Моя. С моим мужем. Мы ее покупали и выращивали до 20 голов. Мой муж дальнобойщиком работал, приезжал, косил сено. Все. И это было все на наших плечах. Любой односельчанин это подтвердит. Ну вот ваша свекровь сказала, что скот ее. Вы говорите, что ваш. А как нам разобраться, чей скот-то? У вас есть документы на него? Конечно, у меня была справка, у меня документы, я их покупала и выращивала. Но Естественно. ведь это правда, я так понимаю, что они специально съехали из дома, где вы жили, чтобы вам не мешать? Или здесь тоже какая-то история? А вы видели, куда они съехали? Она говорит, что она в бытовке живет. Да.
Да. А где она живет? Там Настя? гараж, я не могу вам сказать, но около 300 квадратных метров, где условия есть на первом этаже туалет с душем, на втором этаже. Все условия есть. И все это строилось уже нами с мужем вкладывая. Но в итоге этот человек специально на протяжении 19 лет оформляла все на себя. Потому что она умный, грамотный человек. Она это расчетливо делала. Почему мой муж и сказал, с ней невозможно бороться. Олеся, я больше так не могу. Я ежедневно эти скандалы просто уже не выдержу. Единственный защитник у меня был. Кроме него у нас никого нет. Я сирота. И она это знала, она этим пользовалась, что у меня нет ни матери, ни отца, никого. Она знала прекрасно. Она такой человек, что если никто не защитится, она затопчет. Родители говорили, что он тряпка, не стоит в этом доме ничего. Все они заработали. Погодите, вы сейчас что хотите от свекрови своей? Я вообще хочу справедливости. Вот Она вот. везде пишет на меня, во все инстанции, что я воровка, что я ее ограбила, обнесла, что я вывезла. А что я вывезла? Кровать, на котором дети только спят. Все. Скиталась я 3 недели по соседям. А вы сейчас скажите мне, где живете-то? Я живу сейчас в том доме, где в дальнейшем выкуплю. Ну, пока давайте посмотрим, как вы живете на новом месте-то. Мы сейчас живем в этом доме. Мы сюда перешли, когда со свекровью пошел конфликт, и нас пустили временно, но с дальнейшим выкупом. Мне подарили коляску, ребеночку моему, столик для кормления. Здесь у нас кухня. Люблю готовить сама. Вот в данный момент у меня лапша. Это комната моих мальчишек. Они у меня здесь отдыхают и делают уроки. Здесь у нас зал. Здесь у нас просто дети то сидят, то отдыхают, то телевизор смотрят. Здесь комната будет моя и малыша. Ну, здесь, конечно, маленькая комната, постель, ну и кроватку ребенку поставим. Мы пока еще не расформировали мебель. Так вот все скомкано, как сказать, на чемоданах живем. Там мы прожили, конечно же, 19 лет. Там были у каждого комната отдельно обустроена, все. И учитывая, что свекровь сделала невыносимую жизнь, мы бежали как можем и выживаем. Главное – тепло, все условия есть. В дальнейшем, конечно, я думаю, что мы обустроимся, и будет у нас все хорошо. Вот эту спальню, которую сейчас показали, на нее есть документы. Вот этот стол компьютерный, который стоит, есть документы. Посуды у меня Людмила, было сейчас вот меня выше другое, крыши. Послушайте, меня сейчас другое волнует. Вы нам сказали, кстати, что она дня не работала. Вы работаете? Я Кто? работаю. Она кем работает работаете? только 8 Дояркой. месяцев работала. Я Подождите. пришла в ихний дом, я работала. Я в декретном отпуске 6 лет просидела. Насчет декретного отпуска. И вот мы сейчас поняли из этого сюжета, что вы беременны. Да, То есть у вас перерыв между детьми 15 лет, верно? да. Да. И это муж настоял на том, чтобы вы ребенка зачали? Ну, когда на СВО он уже был, я ему сообщила об этом. Он сказал, да, я очень хочу, чтобы ты оставила этого ребенка. К нам приехала Наталья Цыганкова. Вы же приехали, я так понимаю, Олесю поддержать. Вы Да, были конечно. свидетелем их отношений. Я приехала Олесю поддержать. А вы кем приходитесь, кому? А Людмила когда-то была моей заловкой. Я была замужем за ее младшим братом. Ага. Ну, просто я Людмилу знаю. У нас ни конфликтов, в принципе, никогда не было. Потому что я слушала и молчала. А это главный принцип, да? Слушать и молчать. Я знаю, что вначале у них были хорошие отношения. Потому что Людмила очень хвалила свою сноху. Она и поможет, она и с коровами, она и с птицей, она и на огороде, она и хозяюшка хорошая. А когда же испортились отношения? Понимаете, есть такое слово – выгорание. Когда девчонка с 17 лет пашет, потом приходит, еще надо кушать приготовить, да еще угодить. А дети, 3 детей, свекор, свекровь и, самое главное, муж – всех надо накормить. Она выгорела. Она просто выгорела. Понятно. Я пришла в этот дом, не рассчитывая, что какие-то хоромы мне дадут или еще что-то. Вот, Я вот. впряглась, как лошадь, со своим мужем. Это с утра, вы даже беременная, встать, корову подоить, телят напоить, кушать прийти приготовить или еще что-то. Да врешь, ты Картошку- сидишь, все, Картошка врешь. жареная, если... Опять картошка. Опять это... То есть все должно разнообразно быть. Подождите, Ремонт сейчас, одну этот секунду. А кто, если она врет, кто за скотиной ходил? У меня есть муж, который трудоголик.
который везде и все помогал. Почему мой муж прекратил ей помогать? Потому что они даже от моих коров не давали нам банку молока. Мы стали все это покупать. И я мужу говорю, и что? Зачем ты будешь помогать? Пускай они попробуют сами ухаживать за этим скотом. Я никогда Она никому вручную не отказывала в доила, молоке. У она меня тут даже же соседи купила молоко аппарат. брали. Людмила Ивановна, когда вы последний раз сами корову доили? Я сейчас вам скажу. Корову когда, я просто доила давно. Но у меня доил Витя и доил второй сын. Потому что... Которого никогда не было. Я хочу понять. Вот что вы сейчас хотите от нее? Чтобы мы сделали Чтобы что? она отказалась еще от доли собственности моего сына в недвижимости. Потому что она Представляете, вывезла оставить все. своих 15 лет я Она прожила с вывезла, мужем. Оставить она без жилья. вывезла, Это кто? она вывезла из Подождите, дома а почему всё. нет? Стоп, секунду. Вы писали заявление в полицию? Конечно. Дело возбудили? Пока нет. И не Пишут возбудят. отказные, я предоставляю Послушайте меня, документы. и не будут возбуждать. Можно я слово возобновляю. скажу? Я в эту программу обратилась. Вы поймите, я устала уже. Мало того, что я пока жила, постоянно под гнетом была. Если так я не выполню, как Людмила Ивановна, значит, не будет вообще никак. Ты будешь растоптана. И сейчас, И неправду представьте, ты в 4 говоришь. утра я встаю, я съезжу, подаю 90 коров, приезжаю домой, 3 моюсь, месяца потом всего. еду, объясняюсь, что пишет Людмила Ивановна. У меня еще дети. Накормить, бегом еду опять доить коров, потом опять возвращаюсь. Это даже на работе знают. Я выматываюсь просто Так, давайте на так, измор. Людмила Ивановна, вы Она хотите... домой не Стоп, ездит. Людмила Вот тут она Ивановна, врет. Людмила Ивановна, отвечайте на мои вопросы, пожалуйста. Этот дом кому сейчас принадлежит? По 1/3 моему мужу, 1/3 моя и 1/3 моего сына. То есть я правильно понимаю, что у вас борьба идет сейчас за то, чтобы она не вступала в наследство на эту 1/3? Да. Хорошо, а внуки-то ваши куда денутся? Какая? Ее? Нет, ваши внуки. Ее девочка, ей 18 лет, она уехала в Орел, поступила в Орел. Хорошо, а мальчики? Один инвалид. Вот Тяжелой этот средний формы. мальчик. И ей выгодно, чтобы он был инвалид. Выгодно? Мальчику грозит операция. Людмила Ивановна, это ваши внуки? 2, да. А 3-ю мы стали сомневаться. Во-первых, она пришла беременная вот этой старшей девочкой. Понятно. Вы нас попросили сделать тест ДНК. И это касается только Лиды, правильно я понимаю? Да, только Лида. Но выгнали-то вы всех из дома? Я не выгоняла, еще раз повторю. Ну как не выгоняли, если вы сейчас говорите, что вы не хотите даже 1/3 вашего сына отписать вашим внукам? Если бы они не съехали, они бы продолжали в этом доме. Ну, когда и хватит, все бы продолжали осталось бы им, пока. потому что Интернет нам отрезают. бежать некуда. Передвижению запрещают. Неправду ты говоришь. Олесь, ну какие отношения со свекровью у вас мы поняли, а со свекром как? А свекр, а что скажет свекровь, то и будет. Если ему задать какой-то вопрос, на который он не готов ответить, он просто уходит от него. А давайте попробуем, поскольку Игорь Всеволодович с нами сегодня. Здравствуйте. Здравствуйте. Что вы нам расскажете о своей невестке? На данный момент я положительно не отношусь к ней. Ответьте на мой вопрос. Мать, она хорошая? Мать она, мать вроде бы за детьми ухаживает, все Хорошо. нормально. Хозяйка, она хорошая? Хозяйка я бы не сказал. Ну как, за скотиной кто ухаживал? За скотиной ухаживаю. Любая хозяйка в доме будет делать общие работы в доме. Любой человек. Вы знаете, если я сейчас спрошу у каждой женщины, которая сидит в зале, готова ли она ухаживать за таким количеством скота, который был описан, я думаю, что ответ будет единодушный. Верно ведь, дамы? Это верно, но я не хочу, это не говорит о том, что это она одна делала все. Да вы что? Ваша жена сказала, что она очень не хочет, чтобы Олеся вступала с детьми в ту часть наследства по поводу дома. Ну, она в 1/3. Вы того же мнения? Это тоже, я бы сказал, это эмоции всего лишь. Детей, внуков никто не бросит. Никто не бросит. А вы внуков. общаетесь с внуками сейчас? Мы не знаем, где они. Она в последнее время настроила внуков против нас. Да невозможно детей настроить. Ребенок пошел в сад, яблоко взял, когда у вас были гости. Это было можно. А потом вы ему высказали, а ты его вырастил,
А ты его посадил? Слушайте, ну я правда понять не могу. Если она, по словам вашей супруги, алчная женщина, которая работать не любит и так далее, которая всю жизнь на халяву прожила, ну так мы услышали, верно? Ну какой ей смысл в тот момент, когда идет дележка того дома, в котором она с детьми живет, бросать этот дом и уезжать оттуда? Это вопрос к ней уже. Почему? Да она свободы хотела, свободы. Все, она наконец-то, она ее заслужила. Реально отпахала на вас всю жизнь. Олесь, вы очень стойко, молодцы, вы еще молодая, жизнь еще есть. Конечно, у вас она точно с вашим характером сложится, и жизнь вас вознаградит. Раз уж мы посмотрели, кто как и где живет, давайте посмотрим, как вы устроились. Я имею в виду старшее поколение. Вот это гараж, который мы планировали под мастерскую. В данный момент нам пришлось вот эту пристроечку сделать к этому гаражу. Вот здесь вот наше хозяйство все было. Коровы, быки, телята. Сейчас остались только куры. Это куры этого года мы вывели, чтобы нам как-то жить, чем-то питаться и вообще как-то существовать. В этом краю, знаешь, мы сажали, и картошка была там отдельно, красная картошка, морковь была там, свекла была. Наш участок, Чистый а вот где. их участок брошенный, я бы сказал, загаженный просто. И мне это теперь все убирать. Вот наше уютное гнездышко, которое мы приготовили для себя под старость, чтобы освободить детям свободно жили в доме. Ну и мебель, которая здесь находится, все это практически отдано людьми. Это наша гостиная, и кухня. Тут мы готовим себе, обедаем здесь. Наше личное пространство, где мы отдыхаем. Все это сделано своими руками, без всякой помощи. Ну и тоже вроде бы уютно, хорошо, тепло. Здесь вот для удобства я санузел сделал, чтобы ночью вниз не бежать. Здесь гардеробная, все вроде бы удобно, аккуратно. Я когда заканчивал строить этот дом, мне было уже 70. И каждый кирпичик, каждый все своими руками все понял. И сейчас, слава богу, более-менее спокойно живем под старость лет и довольны этим. Действительно очень уютный, очень добротный, очень красивый дом. И вам там вдвоем, ну просто вот так вот, жить да радоваться. Так почему тогда вот тот дом, в котором они прожили 18 лет, не отдать детям? Они его не никто не захотели там отнимал у них. оставаться. Я еще Ну раз как никто не повторяю. отнимал? Только что ваша супруга сказала, что она даже 1/3, которая принадлежала в этом доме вашему покойному сыну, отдать не хочет. А потому что это наше единственное нормальное жилье. И причину я сейчас объясню. В этом доме это жилое помещение. Свет, газ там гораздо дешевле, чем мы платим в гараже. Мы Вы в щас гараже серьезно платим говорите? по коммерческой цене. Вы сейчас серьезно это говорите? Да, мы платим по коммерческой цене за газ. Гораздо дороже. Именно Понятно. мы платим, старики. У вас же еще сын есть. Еще есть сын. Давайте Олега позовем в студию к нам. Здравствуйте, уважаемые студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, прежде всего, прям вот я, конечно, за кулисами слышал все, да? Олесь, совести у тебя нету. Извините, я немножко эмоционально, поэтому я не Вы могу все сидеть. эмоциональные Были люди, такие да. моменты, Писали которые я сам лично слышал. Во-первых, они говорят, у них дома была идиллия. Идиллии не было никогда. А ты что, рядом с нами был? Дело в том, что я неоднократно слышал их Да общение. прекрати лапшу Но вешать. последнее время Виктор А даже, ты прекрати мешать даже говорить. боялся. Да имей То есть, совесть. если Да. он разговаривал Олег, с супругой, Олег, он не Олег, всегда... Олег, садитесь, понятно, он боялся. Так, у вас же тоже есть супруга Татьяна, она тоже в нашей студии. Совершенно Здравствуйте, верно. здравствуйте, да. Скажите мне, пожалуйста, вы же почти в том же самом положении. То есть Да. вы тоже, да, невестка. Как к вам Людмила Ивановна относилась? Всю жизнь ее обзывала. По-разному. По-разному это По-разному. как? Все было в семье. Ну, в смысле, что было все? Вот мы услышали, ругаемся, мы и услышали миримся, главное, всё бывает. главное правило Людмилы Ивановны – молчи. Нет, я не молчала. Я не И- молчу. Бежали сразу. Но если мне не понравилось, я развернулась и ушла. Вы с ее детьми как общаетесь? Хорошо. Дедушка с бабушкой, с внуками как общаются сейчас?
Сейчас не общаются с ребятами, они когда уехали. А вот вы Когда знаете, они не дети переехали, довольно... всё равно Послушайте, это послушайте меня, общались. дети довольно взрослые. Для того, чтобы у них спросить, как они к этой ситуации относятся, верно ведь? Что Да. мы и сделали, давайте посмотрим. В последнее время жизнь с нашими бабушкой и дедушкой стала просто невыносима. Все перерастало в один большой конфликт. Каждый раз, когда что-то шло не по ее плану, она вызывала полицию, скорую, имитировала приступ. Когда уже отец ушел, нам приходилось закрываться дома. Никогда не было понятно, что от них ожидать. Они взяли, отрезали провода от интернета, и мы сидели очень долгое время без связи, без интернета, без ничего. Они не разрешали нам заходить в сад и брать там яблоки, груши. Они считали, что это их. Она беспощадно продавала то, что покупалось отцом. А когда я вышел сказать, что нельзя этого делать, она сказала, что ничего он не покупал, это все ими покупалось. Мы, конечно, понимали, что она очень нехороший человек, но мы не ожидали, что она настолько жестока, что она способна уничтожить своего сына. Сказала, что он никто, ничего здесь не заработал, и тряпки половой он тут не стоит. Это его обидело. Я разочарован в этих людях. На многих фотографиях мы видим именно их. Они любили показать, какие они любящие бабушка с дедушкой. На самом деле это была одна сплошная обложка, за которой скрывалось нечеловеческое отношение к своим близким. Мы бы хотели, чтобы бабушка с дедом нас забыли. Я считаю, что бабушка виновата в том, что отца больше нет. Что разрушилась наша семья. Это вот вы в этой внучке сомневаетесь, верно? Да, То есть вы просили нас ДНК сделать именно потому, что вы в ней сомневаетесь. да. Вы пришли от мужа беременной в эту семью или нет? А вот этот мужчина, так самый Олег, 28 лет ему было, а мне сначала было 17. Голову мне кружил. Когда я забеременела, он знал, что у меня в паспорте нет прописки. И он мне поставил условие: или ты с моим братом, или отберут ребенка. И Людмила Ивановна это знала. Поэтому они меня вечно за веревочку Подождите, дергали. это его ребенок? Его. Но он отказался от ДНК. Нет, уважаемая студия, с этим я далеко Ага. не согласен. А что ж ты Вот тогда сейчас, знаете, отказался? Стоп, Олег. Нет, Сейчас. подождите. Олег, сядьте Я сейчас. с этим абсолютно не согласен. Подождите, Да, подождите. конечно. Я хочу... Во-первых. Стоп! Я хочу у Татьяны спросить. Как вам такой поворот? Неожиданно, я не ожидала. Ну ж, конечно. Все прекрасно об этом знали. Значит, Сначала все, Людмиле кроме Ивановне, меня. Ивановне а мы было потом это выгодно. другому. Да, Потому что Витя не Всем шилась было выгодно с мне. девушкой. С девушками не Вот, клеилась, а тут вот с выгодно. этого и надо Скажи, начинать. Нет, это чем всё мне было сделано Вот с выгодно? этого и надо начинать. Ты всегда За чего ты руководила его всем. Всё. к тебе подвернула? Скажите мне, пожалуйста, Татьяна, дорогая, а почему ваш муж, если все так, отказался сдавать тест ДНК? Я не знаю. Олег, почему ты отказался Я сдавать? не собираюсь Я хочу, сдавать чтобы тест. ты сдал потому это. что- Я не собираюсь Олег, сдавать дай, никакие пожалуйста, тесты ДНК, ДНК, я и не сюда верю. я ехал не для Трус, этого. потому что Стоп, Людмила Ивановна, к вам Я вопрос. Вы сюда знали ехал об не этом? для этого. О чем? знала. О том, что это ребенок Олега, девочка. Нет, я не Знала. знала этого, но Знала. эта женщина последнее время этим шантажировала. Вы допускаете мысль, что это может быть так, что это дочка Олега? Я ничего не допускаю. Я свечку не держала этой конечно. женщине. Где она Вы в курсе подстилалась и всегда, кому все, она что мне подстилалась? сказали. Олег, стоп, Олег. Но то, что это не Стоп, моего сына, стоп, младшего стоп. ребенка, Олег, это 100%. Олег, это ваш ребенок? Нет. Я не допускаю вообще Я этого. хочу, извините, Во-первых, я на момент, хочу, когда я когда 13 познакомил... числа мы пришли, Олеся сказала: мой ребенок умирает. Прям при ребенке сказала: мой ребенок умирает, ему осталось 2 Сейчас в месяца. данный Я говорю: не момент, смей да, говорить при чем грязь ребенке. поливать, надо сейчас за обратить другое внимание. разговор Я ведется. скажу. Не Ты чё? ори, ты Ты не не в колхозе говори, какой ребенок находишься. такой, Я не ребенок должен командую. жить, не на говори свет Да, мне. конечно. И она говорит: у Я не ору, всех, это как ты сатирика. у орешь. моих детей это болезнь. Всем, видите, Сейчас спросили за то, что как ты относишься, что твой мужик кобель. Давайте, стоп, сядьте на место. Сядьте, все, хватит. Поскольку весь сырбор из-за Лидии, которой 18 лет, она взрослый человек, она совершенно спокойно при желании может войти в эту студию, а желание у нее, как я понимаю, есть, раз она приехала. Давайте Лидию позовем, спросим, что она думает об этой ситуации. Здравствуйте. Лида, скажите мне, пожалуйста, вы как отреагировали, узнав, что ваш папа не ваш папа?
Я, честно говоря, была в шоке. Потому что я всегда росла в идиллии, я любила родителей, маму, папу, родители меня любили. И, честно вам признаться, так бы продолжалось бы дальше, если бы эта грязь не стала выливаться наружу от Людмилы Ивановны и Олега Игоревича. Неправду говоришь. И врать некрасиво. Они приходили с всякого разного рода претензиями. И бабушка требует тест ДНК вместе с Олегом для того, чтобы подтвердить, Ох, и брехуша. действительно ли я дочь Олега. Это бред. Сейчас все, что происходит здесь, это такой позор для вас, как для матери. Именно ваш сын, каким бы он ни был, которого воспитали вы, чьим он братом был и так далее, выбрал эту женщину. Это он сделал мужской поступок, что в любом случае решил воспитать и свою дочь, и взять, поднять всю свою семью. Людмила Ивановна, у вас же еще ребенок есть, девочка, верно? Есть, да. У вас с ней какие отношения? Нормальные отношения, но она тоже так же в заблуждение завела вот эта женщина. Я почему спросил-то? Потому что у нас, есть видео-привет к маме. Давайте посмотрим вместе. С мамой у меня никогда не было хороших отношений. У Олега с мамой тоже не было отношений хороших. Будучи женился, когда через месяц, наверное, полтора, они вынуждены были сбежать от родителей, потому что мама создавала просто невыносимые условия, оскорбляла его супругу. В общем, они сбежали. Потом я тоже вышла замуж, мы тоже уехали в Германию. Я так радовалась, что, слава богу, подальше от мамы, чем дальше, тем роднее. Она будет дружить только с тем человеком, который будет плясать полностью под ее дудку. То есть она не переносит людей, которые имеют свое мнение. Она не переносит людей, которые не согласны с ее мнением. Мать вызывала на своего сына полицию. Мать неоднократно своего сына, взрослого, перед его детьми оскорбляла, просто матами оскорбляла, унижала, говорила, что ты в этом доме половой тряпки не стоишь. То есть ты ничто и звать тебя никак. Я бы сказала, она, наверное, нарцисс. То есть, понимаете, она вот всегда вот манипулирует чем-то, манипулирует своим здоровьем. Она по жизни себе ставит какие-то самодиагнозы. Она просто манипулирует людьми. Смотрите, давайте так. Вы абсолютно убеждены, что это ребенок не Виктора, что она его на стороне где-то... так это? Да. Так. Потому Значит, что она сама лично если это родство сказала. будет доказано, значит, это ребенок Олега. Это Потому что исключено. других сыновей Ну нет. а почему же ты отказываешься от Это ДНК? исключено, я еще раз Потому что говорю. трус. Я трус. Хорошо. Если это исключено, тест ДНК должен показать 0%. Людмила Ивановна просила нас сделать тест ДНК, мы тест ДНК сделали. Вот он. Вероятность родства, то есть, надо было доказать, может ли быть бабушкой этому ребенку, Людмила Ивановна. Вероятность 97,89. Можно я скажу? Они меня держали и клевали этим постоянно, и по сей день они меня. Он трус, а это женщина, которая оскорбляет и унижает моих детей. Она на те деньги, которые от сына получил, в первую очередь престижную машину купила и продолжает по милиции писать чушь на меня. Я вас извините, у меня просто эмоции. Устала, я выгорела, когда я могла пахать, как папа Карло. Я пахала. Олеся, хочу сказать, что по закону никто не отберет у вас 1/3. Вы будете и ваши дети прямые наследники. Людмила Ивановна, вы испортили свою жизнь сами. У вас прекрасные внуки, вы могли бы им помочь стать любимой бабушкой, а вы стали врагом. Людмила Ивановна, вы прожили достаточно длинную жизнь. У вас такой опыт. Вы должны им делиться. Понимаете? Но иногда лучшая помощь – это промолчать. Людмила Ивановна, вы правильно живете. Вы абсолютно правильно живете. Правильно в смысле по правилам, которые вы сами для себя придумали. Но ведь беда в том, что не только для себя, а еще для всех, кто вас окружает. Но они живые люди, они могут быть, другими. Вы пытались сделать так, чтобы семья была вокруг вас. И что добились? Ничего. Вы знаете, большая часть Я жизни... добилась того, что меня Большая часть ограбили, жизни оставили в прожита. Может пустом быть, доме. помолчать и задуматься, наконец. В конце концов.